Глава 6. Юноша в белом. А Люлеер хотела высвободить свою способность, чтобы остановить зверя, но в панике магическая сила в ее теле циркулировала неправильно, и она не могла не выпустить крик тревоги. В такой тяжелой ситуации она вдруг почувствовала, что на нее надвигается тень. Оказалось, что Люши резко подался вперед, прикрывая ее своим телом, и в то же время молниеносно протянул руку, схватившись за толстую шею лошадиного зверя, а затем повернул свое тело в сторону и столкнулся с ним лоб в лоб. Громкий удар сотряс воздух, когда конь-зверь испустил всемогущий рев, но его огромное тело внезапно остановилось, как будто столкнулось с неподвижной горой. Из-за огромного импульса, который он набрал, несколько твердых каменных плит, которыми была вымощена улица, разлетелись вдребезги под его громовыми копытами. В то же время повозка, подхваченная инерцией, врезалась в заднюю часть зверя, пролетела пару метров в сторону и с тяжелым стуком упала на землю. Повозка не перевернулась полностью, но сильно деформировалась от столкновения, и многие части ее рамы отлетели, с грохотом ударившись о землю. Кучера чуть не выбросило из повозки от удара, но Люши стоял на месте совершенно неподвижно, как будто его прибили гвоздями. Все ближайшие прохожие были поражены увиденным, и из одной чайной донесся слабый возглас удивления. Люлеер похлопала себя по груди с оттенком затяжного страха в глазах, и при виде надежной фигуры, стоящей перед ней, ее сердце наполнилось теплом. За последние несколько лет, всякий раз, когда она сталкивалась с какой-либо опасностью, Люши всегда инстинктивно вставал на ее защиту. Несмотря на то, что они не были связаны кровными узами, они были так же близки, как кровные родственники. Остановившись как вкопанный перед Люшей, лазурный конь-зверь стал еще более возбужденным и яростно заржал, опустив голову, прежде чем на полной скорости броситься прямо на грудь Люши. «Берегись, братец-камень!» встревоженно воскликнула Люлеер. Люши остался совершенно бесстрастным, обхватив рукой шею зверя, а затем надавил рукой вниз. Ноги коня-зверя подкосились, и его огромное тело мгновенно распласталось, заставив его упасть на колени, разбив при этом все каменные плиты на земле вокруг него. Он чувствовал, как будто все его тело раздавливает гора, которая грозит раздробить все его кости, и безумный взгляд в его глазах тут же исчез, сменившись страхом. Перед лицом Люши, который обладал гораздо большей силой, чем он сам, конь-зверь наконец успокоился, послушно усевшись на корточки, не смея пошевелиться. Какая невероятная сила! С тем импульсом, который он набрал, этот конь-зверь должен был врезаться в него с силой не менее 2 тонн, но он смог с легкостью остановить его. Действительно невероятно, кому принадлежит эта карета. Как ты посмел так безрассудно проехать по оживленному рынку? Если бы этот человек не вмешался, кто знает, сколько людей могло бы пострадать или погибнуть, только услышав это, все осознали всю серьезность ситуации и разразились оживленным обсуждением. Тем временем Люши деревянно отпустил шею зверя и снова застыл. Несмотря на то, что конь-зверь был освобожден, он все еще тяжело дышал и не решался встать. «Ты в порядке, братец-камень?» Люлеер поспешно подошла к Люши, чтобы осмотреть его тело, и с большим облегчением увидела, что он не пострадал. Кучер уже был бледен как простыня, и теперь, когда зверь был укрощен, все силы, казалось, разом покинули его тело, и он безвольно рухнул на повозку. В этот момент дверь повозки распахнулась, и оттуда вышли 2 бледных молодых человека. Первому из них было около 20 лет. Он был довольно красив и одет в белое учёное одеяние. Другому, казалось, было всего 17 лет, с кожей, белой как нефрит. Черные зрачки и белки его глаз резко контрастировали, как и его жемчужно-белые зубы и красные губы. Он был одет в длинный белый халат с нефритовым поясом на талии и нефритовой шляпой на голове. На шляпе был вделан драгоценный камень размером с голубиное яйцо, и он обладал гораздо большим стилем и изяществом, чем его спутник. «Что с тобой такое, бесполезный кусок мусора? Я чуть не умер там». В глазах молодого человека в ученом одеянии был страх, и он выхватил у кучера кнут, прежде чем жестоко избить его. С каждым ударом кнута на теле кучера появлялась кровоточащая рана, но он не смел уклоняться от наказания и мог только беспрестанно кланяться, умоляя о прощении. Молодой человек еще больше рассвирепел, увидев это, и кнут обрушился с еще большей яростью. «Тише. Они из поместья Юй, это не наше дело, так что давайте все перестанем об этом говорить». Как только были опознаны 2 молодых человека, вышедших из повозки, разговоры поблизости тут же стихли. Все смотрели на 2 мужчин с робкими выражениями лиц, и было ясно, что все они знали, кто эти 2. «Отпусти его, брат». Лазурные ветреные кони — это низкосортные демонические звери, очень дикие по своей природе и трудные для укрощения, так что его нельзя винить за это. Вдруг чья-то рука протянулась и схватила молодого человека за запястье, не давая кнуту снова упасть. Вмешался младший из 2 мужчин,
и его голос был приятен для слуха, как журчание родниковой воды. Молодой человек, размахивающий кнутом, взглянул на своего спутника, и его губы слегка дернулись, после чего он холодно фыркнул и отбросил кнут. «Спасибо, молодой господин». Кучер поспешно начал кланяться молодому человеку в белом халате. «Вот, возьми это серебро и возмести ущерб всем людям и магазинам, пострадавшим от нашей повозки. Если ты хорошо с этим справишься, тебя не будут строго наказывать», сказал молодой человек в белом халате, доставая сумку и протягивая ее кучеру. «Да, молодой господин». Кучер поспешно кивнул в ответ, взяв сумку с серебром, а затем направился к людям, пострадавшим во время буйства лазурного ветреного коня. «Слава богу, что ты был здесь, чтобы укротить этого лазурного ветреного коня. Не беда, если бы мы с братом пострадали, но было бы ужасно, если бы мы навлекли несчастье на других», сказал молодой человек в белом халате, повернувшись к Люше с улыбкой, а затем сложил кулак в приветствие. Молодой человек в ученом одеянии также повернулся к Люши, но обнаружил, что тот совершенно непримечателен на вид, с немного смуглой кожей и одет в простой лазурный халат, довольно потрепанный на вид. Увидев это, в его глазах мелькнуло презрение, и он довольно вяло сложил кулак в приветствии. Люши хранил молчание, тупо глядя на двух молодых людей. С молодым человеком в ученом одеянии еще никогда так не обращались, и он уже собирался снова вспылить, но его остановил молодой человек в белом халате. Молодой человек присмотрелся к Люши, и его сердце слегка затрепетало, когда он заметил странно пустой взгляд в глазах Люши. Вокруг стало собираться все больше и больше людей, и Люлейер начала чувствовать себя довольно неуютно. Она слегка потянула Люши за руку и тихим голосом сказала: «Пойдем, брат Камень». Только тогда молодой человек в белом халате заметил Люлейер, и его глаза тут же загорелись при виде ее великолепных кукольных черт лица. Он поспешно шагнул вперед, чтобы остановить их, и сказал: «Пожалуйста, подождите минутку». «Что вам нужно?» — спросила Люлейер, нахмурив брови, пытаясь сделать как можно более грозное выражение лица. «Меня зовут Юйци. Карета, на которой мы только что ехали, принадлежит нашему поместью, и я искренне извиняюсь за то, что подверг вас такому испытанию», сказал молодой человек в белом халате с теплой улыбкой. «Все в порядке. Уйдите с дороги, чтобы мы могли пройти», сказала Люлейер с враждебным выражением лица. «Если бы твой брат не вмешался, последствия могли бы быть катастрофическими, поэтому я чувствовал бы себя очень виноватым, если бы не смог отплатить вам как-то. Поместье Юй находится недалеко отсюда. Не могли бы вы посетить наше поместье, чтобы мы могли отплатить вам гостеприимством?» Спросил Юйци. «В этом нет необходимости. В той ситуации это было меньшее, что мы могли сделать. У нас еще есть другие важные дела, поэтому мы сейчас пойдем». Люлейер без колебаний покачала головой, а затем начала обходить молодого человека в белом халате, увлекая за собой Люши. Однако Юйци тут же снова встал перед ними, затем взглянул на Люши и с серьезным выражением спросил: «Подождите. Неужели под важными делами вы подразумеваете поиск лечения для вашего брата?» Люлейер была озадачена, услышав это, и с удивленным выражением спросила: «Как вы об этом узнали? Я родился с очень чувствительным носом. Судя по запаху лекарств на ваших телах, я предполагаю, что вы только что вышли из ближайшей клиники «Дикая хризантема». Ваш брат обладает невероятной силой, но похоже, что он страдает каким-то психическим заболеванием, и это привело меня к такому предположению». «Похоже, я угадал правильно», — объяснил Юйци, бросив взгляд на ближайшую клинику «Дикой хризантемы» с улыбкой. Несмотря на то, что он был мужчиной, в его улыбке было что-то неописуемо соблазнительное. Будучи молодой девушкой в начале подросткового возраста, Люлейер на мгновение была очарована его улыбкой, но затем тут же повернулась к Люши, чтобы оценить его реакцию. Люши был все так же бесстрастен, как всегда, и почему-то это вселило в нее чувство уверенности. Улыбка молодого человека в белом халате угасла, и он продолжил: «Наша семья Юй довольно влиятельная семья в городе Яркого Света, имеющая связи со многими известными врачами, так что если вам нужны медицинские услуги, то, возможно, мы сможем вам помочь. Мы действительно приехали в город Яркого Света в поисках медицинских услуг, но состояние моего брата — это не то, что может вылечить обычный врач», сказала Люлейер, покачав головой. Брови Юйци слегка нахмурились, услышав это, но, немного подумав, он улыбнулся и сказал: «Похоже, ваш брат страдает довольно необычным недугом. Однако мы все равно должны быть в состоянии помочь. У нашей семьи Юй есть бессмертный гость-старейшина, который очень искусен в медицине, гораздо больше, чем обычный врач. Как насчет того, чтобы попросить его взглянуть на состояние вашего брата?» Глаза Люлейер тут же загорелись при мысли о том, чтобы увидеть бессмертного врача, и она засомневалась, как поступить. «Пожалуйста, не отказывайтесь от моего предложения. Просто позвольте мне отплатить вам за ваши усилия».
Я не хочу показаться высокомерным или хвастливым, но, несмотря на то, что в городе Яркого Света есть и другие бессмертные врачи, никто не посмеет заявить о своем превосходстве в медицине над нашим гостем-старейшиной, гордо заявил Юй Ци. В конце концов, Люлэр соблазнилась предложением молодого человека в белом халате, и она неохотно согласилась. «Хорошо, мы пойдем с вами, но мы сразу же уйдем, если этот бессмертный врач не сможет вылечить состояние моего брата». Юй Ци был в восторге, услышав это, и сказал: «Конечно. Кстати, я так и не удосужился спросить ваши имена». Люлэр на мгновение заколебалась, прежде чем представиться самой Илюшей. Молодой человек в ученом одеянии уже довольно давно оставался без внимания, и он явно чувствовал себя довольно раздраженным. Наконец, он не выдержал и вставил: «Брат, мы только что встретили этих двоих и понятия не имеем об их прошлом. Как ты можешь просто предложить привести их в наше поместье? Ты действительно собираешься найти кого-то, чтобы вылечить его? Не волнуйся, брат». «Я знаю, что делаю», — ответил Юйци небрежным голосом, пренебрежительно махнув рукой. Молодой человек в ученом одеянии, казалось, довольно сильно боялся Юйци, и он, похоже, хотел сказать что-то еще, но в конце концов воздержался. Как раз в этот момент издалека поспешно прибежали несколько хорошо одетых стражников, вооруженных мечами и клинками. Все окружающие прохожие тут же разбежались, увидев это, явно боясь этих стражников. Стражники не обратили внимания на прохожих и поспешно поклонились дуэту Юйци. «Простите нас за то, что пришли так поздно, молодые господа. С нами все в порядке, не нужно поднимать такой шум. Отвезите повозку обратно в поместье и не делайте из мухи слона», — равнодушным голосом приказал Юйци. «Да, молодой господин». Стражники тут же сделали, как им было велено, быстро поставив лазурного ветреного коня на ноги, прежде чем уйти. После этого молодой человек в белом халате повернулся к Люлэр и Илюше с улыбкой и сказал: «Пожалуйста, пойдемте со мной». Затем он повернулся, чтобы указать дорогу, и Люлэр еще раз взглянула на Люши, затем крепче сжала его руку и последовала за Юйци. Молодой человек в ученом одеянии смотрел, как они уходят, и его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Еще немного постояв на месте, он холодно фыркнул и тоже пошел следом. Интересно, не она ли та, которую премьер-министр процветающей нации всеми силами пытается отправить в секту холодного пламени? Я слышал, что у нее неплохие способности к культивированию. Внезапно из укромного уголка улицы неподалеку появились два человека. Их возглавлял молодой человек в черном халате с парой длинных и узких глаз, и он со злобным выражением лица наблюдал, как Юй Ци и остальные удаляются вдаль. Молодого человека в черном халате сопровождал мужчина в сером, худой как щепка, с несколькими выпуклыми сумками из звериной шкуры, свисающими с его талии. Он тоже смотрел в том же направлении и предостерегал: «Будь осторожен, младший боевой брат. Я слышал, что в поместье Юй проживает множество бродячих культиваторов, так что мы не можем относиться к ним слишком легкомысленно». Молодой человек в черном халате отмахнулся от его опасений, сказав: «Я знаю, что делать, старший боевой брат Фань. Это моя первая тренировочная миссия, и тебя послали только для того, чтобы помочь мне. Если не возникнет никаких особых обстоятельств, тебе не нужно вмешиваться. Я сам совсем разберусь». Услышав это, мужчина в сером мог только молча и криво улыбнуться. Он очень хорошо знал этого своего младшего боевого брата. Несмотря на то, что его база культивации не была чем-то исключительным, он был напрямую связан с одним из старейшин секты, что давало ему могущественного покровителя, поэтому он всегда смотрел свысока на своих собратьев. Внезапно они оба расплылись и исчезли на месте. Глава 7. Поместье Юй. Белоснежное одеяние молодого человека казалось таким же чистым, как и его душа, полная забавных историй о городе. Однако Люлер слушала его вполуха, мысли ее блуждали где-то далеко. Пройдя несколько улиц, они оказались в самом сердце города Яркого Света. Тишина царила на чистых улицах, лишённых суеты торговых лавок. Вместо них здесь красовались обширные дворики, выдавая присутствие самых состоятельных семейств города. Вскоре их путь привел к красному поместью, выделяющемуся на фоне остальных. Оно занимало огромную площадь, а ярко-красные ворота, высотой в 6 метров, внушали благоговейный трепет. По обе стороны от них гордо возвышались каменные львы, каждый ростом в 3 метра. Большие ворота были усеяны блестящими медными гвоздями, сверкающими под солнечными лучами. У входа стояли стражники в роскошных доспехах, вооруженные копьями вместо мечей, словно подчеркивая статус владельца поместья. Над воротами висела массивная золотая табличка с надписью «Поместье Юй», выполненной крупными золотыми иероглифами. Люши бросил мимолетный взгляд на поместье, но тут же отвел глаза. В то же время Люлиэр разглядывала его с легким благоговением и тревогой в сердце. «Что случилось, сестра Лю?»
Мягко спросил белоснежный юноша, заметив ее беспокойство. Это место такое огромное, и здесь так много стражи. Уверена, ваша семья не из простых, выдавила из себя улыбку Люлиэр. Ты очень проницательна, сестра Лю. Мой отец — премьер-министр процветающей нации, вот почему у нас все это. Иначе, как бы мы могли позволить себе бессмертного лекаря? Ответил Юй Ци. Глаза Люлиэр расширились от удивления. На лице молодого человека в ученой мантии появилось горделивое выражение. «Молодые господа». Два стражника у ворот тут же подошли к группе и почтительно поклонились. Юй Ци слегка кивнул в знак признательности и провел Люлиэр и Люши через ворота. «Отец будет в ярости, когда узнает, что ты привел этих двоих посторонних в наше поместье». «Не вини меня, что не предупреждал», — холодно фыркнул молодой человек в ученой мантии и с презрением удалился. «Не обращайте на него внимания». «Пожалуйста, следуйте за мной», — невозмутимо произнес Юй Ци и повел Люлиэр и Люши в другом направлении. Внутреннее убранство поместья Юй поражало своим великолепием. Павильоны, пагоды, сады — все утопало в роскоши. Земля была вымощена белым и лазурным нефритом, создавая поверхность гладкую, как зеркало, и твердую, как железо. Юй Ци, казалось, пользовался большим авторитетом в поместье Юй. Все слуги, которых они встречали, почтительно кланялись ему, а некоторые даже падали на одно колено. Люлиэр, погруженная в свои мысли, украдкой взглянула на Юй Ци. Их появление, особенно странное поведение Люши, привлекло внимание, но никто не осмеливался смотреть на них слишком долго, боясь разгневать Юй Ци. Вскоре они оказались в длинном коридоре, где их встретила высокая стройная служанка в зеленом платье. «С возвращением, молодой господин!» Радостно улыбнулась служанка, увидев Юй Ци, и поспешила к ним. «У меня гости, Сяоу». «Не будь такой легкомысленной», — с недовольством перебил ее Юй Ци. Служанка смущенно высунула язык. В ее глазах не было и тени страха, что явно отличало ее от остальных слуг. «Ты как раз вовремя, Сяоу. Это уважаемые гости, которых я пригласил в наше поместье. Это сестра Люлиэр, а это брат Люши. Подготовь им место для проживания в западном дворе», — смиренно посмотрел на нее Юй Ци. Только тогда Сяоу заметила двух людей за спиной Юй Ци и была поражена деревянным поведением Люши. Однако ее глаза тут же загорелись, когда взгляд упал на Люлиэр. «Какая ты хорошенькая!» — хихикнула она. «Перестань быть такой грубой. Сестра Лю — мой уважаемый гость. Прошу прощения. Сяо служит мне с юных лет, и я ее избаловал», — отчитал Сяо Юй Ци, а затем повернулся к Люлиэр и Люши с извиняющейся улыбкой. «Хорошо, я буду вести себя прилично», — согласилась Сяо, но когда Юй Ци отвернулся, она скорчила забавную рожицу Люлиэр. Люлиэр не смогла сдержать смех и поспешно прикрыла рот рукой. Большая часть напряжения и тревоги, которые она испытывала, улетучились. Юй Ци огляделся по сторонам, затем приблизился к Сяо и прошептал: «Кстати, меня не будет в течение следующих нескольких дней», так что они стояли очень близко друг к другу, и Сяо, казалось, была не против этого. Увидев это, Люлиэр слегка поджала губы, и те немногие положительные чувства, которые она испытывала к белоснежному юноше, мгновенно испарились. «Пожалуйста, следуйте за мной», — после короткого тихого разговора с покрасневшей Сяо сказал Юй Ци и продолжил путь. Через несколько мгновений они втроем прибыли в небольшой дворик, где их снова встретила Сяо. Несмотря на то, что его называли небольшим, он был таковым только по меркам всего поместья. На самом деле, он был довольно просторным, с небольшой мощёной дорожкой, слева от которой росла сосна, а справа — бамбуковая роща. Легкий ветерок проносился мимо, заставляя сосну и листья бамбука непрестанно шелестеть. Мебель в комнате была довольно простой, но вся она отражала исключительное мастерство исполнения. Столы и стулья были безупречно чистыми, и было ясно, что их только что убрали. «Вы двое выглядите довольно уставшими, так почему бы вам не отдохнуть здесь? Позже я устрою пир, чтобы поприветствовать вас в нашем поместье», сказал белоснежный юноша, повернувшись к Люлиэр с улыбкой. «В этом нет необходимости. Все, что я хочу знать, это когда этот бессмертный лекарь сможет осмотреть моего брата», сказала Люлиэр, осматривая комнату. «Хорошо, в таком случае я попрошу Сяо принести вам ужин попозже. Что касается бессмертного лекаря, то это придется отложить до завтра», ответил Юй Ци после минутного молчания. Понятно, Люлиэр была несколько разочарована, услышав это. «Кстати, если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться к Сяо». «Хорошо, отдохните, я пойду», сказал Юй Ци, взглянув на Люши. Люлиэр рассеянно кивнула в ответ. «Молодой господин, кто эти люди?» «Судя по их одежде, они простолюдины».
Почему вы относитесь к ним с таким уважением? С любопытством спросила Сяо за пределами двора. Не суди о книге по обложке. Сегодня утром лазурный ветреный конь, запряженный в карету, в которой ехали мы с братом, вышел из-под контроля, и Люша смог усмирить его одной рукой и остановить карету, ответил Юйци с легкой улыбкой, слегка ущипнув Сяо за ее изящный подбородок. Он остановил лазурного ветреного коня одной рукой. Это невероятно! Воскликнула Сяо. Теперь ты понимаешь, почему я пригласил их в наше поместье. Если я смогу заполучить на службу человека с такой необычайной силой, это, несомненно, принесет мне огромную пользу в будущем. Кроме того, эта маленькая девочка, Леер, обязательно станет ослепительной красавицей, когда вырастет. Я не могу допустить, чтобы такая красавица скиталась по свету без покровительства, поэтому, естественно, я привел ее в наше поместье. Обязательно хорошо о них позаботься. Никакой халатности, поняла? С улыбкой наставил белоснежный юноша, а затем повернулся, чтобы уйти. Поняла, поспешно ответила Сяо, покраснев. Внутри двора. Пройдя весь день и пережив утреннее происшествие с лазурным ветреным конем, Люлиер чувствовала себя довольно уставшей, и она повела Люши в спальню, чтобы отдохнуть. Хотя обычно считалось табу для двух не связанных между собой представителей противоположного пола оставаться в одной комнате, они с Люшей никогда не расставались последние несколько лет, ели и жили вместе, поэтому Люлиер не видела в этом ничего плохого. С наступлением ночи Сяо принесла им роскошный ужин. Глядя на полный стол вкусных блюд, у Люлиер текли слюнки. Она никогда не наслаждалась таким роскошным пиршеством, и хотя незнакомая обстановка поместья премьер-министра заставляла ее чувствовать себя довольно неуютно, она все же не могла удержаться от того, чтобы хорошенько поесть. В отличие от нее, Люши не проявил особой реакции на угощение, разложенное на столе. По мере того, как небо снаружи становилось темнее, постепенно поднималась луна. Люлиер лежала на кровати, ворочаясь с боку на бок, не в силах заснуть. Ее мысли были полностью поглощены предстоящим на следующий день лечением Люши. «Братец Камень, как думаешь, этот бессмертный лекарь сможет тебя вылечить?» Тихо спросила она, подползая к краю кровати. Люши не лежал. Вместо этого он сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, у края кровати. Он делал так каждую ночь последние несколько лет, ни разу не ложась спать. Люши оставался совершенно бесстрастным, и его глаза тоже оставались закрытыми, как будто он не слышал того, что только что сказала Люлиер. «Не волнуйся, братец Камень. Если бессмертный лекарь здесь не сможет тебя вылечить, то мы пойдем в другое место. Уверена, мы сможем найти того, кто сможет тебя вылечить», прошептала Люлиер, уже привыкшая к такому отсутствию реакции. На ее лице появилась ободряющая улыбка, и она медленно закрыла глаза, вскоре заснув. Тем временем Люши продолжал оставаться совершенно неподвижным, словно статуя во тьме. Через неопределенное время Люши внезапно открыл глаза и посмотрел в определенном направлении в поместье Юй. В то же время он инстинктивно поднял руку, чтобы погладить темно-зеленое украшение, которое носил на шее. Как оказалось, в направлении, куда смотрел Люши, в поместье Юй находилась подземная потайная комната. На стенах потайной комнаты были выгравированы темно-красные руны, сходящиеся к центру со всех сторон. В центре потайной комнаты находилась черная пилюльная печь, под которой горел очаг с палящим пламенем. В этот момент пилюльная печь испускала черное свечение, а ее крышка слегка дрожала, как будто могла в любой момент слететь. Пожилой мужчина стоял рядом с пилюльной печью, наблюдая за ней с встревоженным выражением лица. Пожилой мужчина был одет в серый даосский халат и лотосовую корону на голове. У него были глубоко посаженные глаза и худое изможденное лицо. С подбородка свисала длинная бородка-испаньолка, а волосы и борода были совершенно седыми, что указывало на его довольно преклонный возраст. Именно в этот момент из пилюльной печи раздался глухой треск, после чего изнутри донесся запах гари. Выражение лица пожилого мужчины резко изменилось, и он взмахнул рукой, чтобы выпустить заклинание печать, которое потушило огонь, после чего крышка пилюльной печи по его воле слетела. Пилюльная печь все еще была раскалена, но он сунул руку прямо внутрь и вытащил горсть черного порошка. Его лицо тут же значительно помрачнело. От порошка исходил сильный лекарственный аромат, смешанный с запахом гари. Пожилой мужчина был в ярости, увидев это, и тут же разразился гневной тирадой. Глава 8. Даосский мастер Белый камень. На следующее утро западный двор поместья Юй наполнился звуками шагов. Трое человек медленно продвигались по коридору, ведущему в другой двор. Двое впереди шли плечом к плечу.
Один из них был пожилым даосским священником в сером даосском халате и лотосовой короне на голове, а другая – женщина в светло-желтом дворцовом платье. За ними следовала молодая женщина в одежде служанки, державшая трехъярусную корзину из сандалового дерева. Даосский священник шел, слегка нахмурив свои седые брови, казалось, немного недовольный, и его взгляд был направлен прямо вперед, ясно указывая на то, что его мысли были где-то далеко. Женщина в дворцовом платье была довольно молода, на вид ей было около 17 лет, и хотя ее тело еще не было полностью сформировано, оно было очень пропорционально. У нее был красивый набор черт лица, которые венчали глаза, яркие, как звезды, оставляющие неизгладимое впечатление на всех, кто их видел. Кроме того, она нанесла немного румян на лицо, добавив немного цвета к своим светлым щекам, что придало ей еще более привлекательный вид. «Мои искренние извинения за то, что прервала ваше совершенствование пилюль, мастер Белый Камень», сказала женщина с извиняющимся выражением лица. Пожилой даосский священник на время отложил свои размышления и ответил: «Я не возражаю, но просто недоумеваю, почему вы настаиваете на том, чтобы я лечил смертного с психическим заболеванием, позвольте мне объяснить». Вчера на лице женщины появилась слабая улыбка, и она кратко рассказала даосскому священнику о том, как Люши остановил лазурного ветреного коня накануне. Пожилой даосский священник слушал с задумчивым выражением лица, и он слегка приподнял бровь, услышав о том, как Люши удалось остановить разъяренного лазурного ветреного коня одной рукой. «Учитывая, что вы в каком-то смысле обязаны ему, полагаю, я обязан осмотреть его состояние», равнодушным голосом сказал пожилой мужчина, выслушав рассказ молодой женщины. Молодая женщина улыбнулась в ответ и слегка присела в реверансе. Что касается служанки, то она довольно тревожно держала корзину, послушно следуя за ними, не издавая ни звука. В западном дворе Люлеер уже закончила одеваться и умываться и сидела на краю кровати, ведя очередной односторонний разговор с Люши, когда вдруг услышала стук в дверь. Как только троица прибыла в западный двор, служанка тут же шагнула вперед, чтобы постучать в дверь, а затем крикнула: «Сестра Леер, наша молодая госпожа привела бессмертного лекаря, чтобы он вас осмотрел». Люлеер встала, но не сразу открыла дверь. Вместо этого она довольно озадаченно спросила: «Кто эта молодая госпожа, о которой ты говоришь?» «Это я, сестра Леер». Голос, доносящийся снаружи, был довольно знакомым, и недоумение Люлеер еще больше усилилось. После недолгого колебания она подошла к двери и открыла ее. Как только дверь открылась, она сразу же почувствовала слабый лекарственный запах, после чего увидела 3 человек, стоящих снаружи. Сначала ее взгляд упал на пожилого даосского священника, и, убедившись, что лекарственный запах исходит от него, она повернулась к служанке, только чтобы обнаружить, что это Сяо, личная служанка Юйцы, с которой она познакомилась накануне. Наконец, Люлеер перевела взгляд на женщину в желтом дворцовом платье, и поначалу она слегка запнулась, а затем ее рот открылся от удивления. «Вы тот самый молодой господин, которого я видела вчера», — воскликнула она, прикрыв рот рукой. «Верно. Ты можешь называть меня сестрой Ци, если хочешь», — сказала женщина в дворцовом платье с веселой улыбкой, увидев удивленное выражение лица Люлеер. Люлеер тоже улыбнулась, услышав это. «Не удивляйтесь, мне показалось, что вы немного что?» — спросила Юйцы, приподняв бровь. «Немного не похож на мужчину», — тактично ответила Люлеер после минутного раздумья. «Выдавая себя за мужчину, можно избежать многих ненужных проблем. Ты поймешь, о чем я говорю, когда через несколько лет станешь взрослой», — сказала Юйцы с легкой улыбкой. Люлеер не совсем поняла, на что намекает Юйцы, но все же кивнула в ответ, прежде чем пригласить троицу в комнату. «Сестра Леер — это бессмертный лекарь, о котором я тебе рассказывала, ты можешь называть его мастером Белый Камень». «Мастер Белый Камень — это Люлеер, а тот мужчина вон там, ее брат, Люши», — представила Юйцы, повернувшись к пожилому даосскому священнику. Люлеер уже догадалась, что пожилой мужчина, скорее всего, и есть бессмертный лекарь, но ее сердце все равно слегка ёкнуло, когда Юйцы подтвердила ее подозрение, и она поспешно опустила голову, почтительно поклонившись, не решаясь встретиться взглядом с мастером Белым Камнем. «Мои поклоны уважаемому бессмертному лекарю». Тем временем Люши оставался сидеть на краю кровати, не проявляя никакой реакции на троицу. Мастер Белый Камень коротко взглянул на Люлеер, а затем направил свой взгляд на Люши. Он подошел к Люши, а затем перешагнул на другую сторону, внимательно осмотрев его с головы до ног, прежде чем сосредоточить свой взгляд на переносице Люши. Мгновение спустя мастер Белый Камень закрыл глаза, а затем поднял руку, соединив указательный и средний пальцы, и протянул их к переносице Люши. Люлеер была весьма удивлена, увидев это, и не смогла сдержать испуганного крика. Рука мастера Белого Камня тут же застыла, и он обернулся, чтобы бросить на нее недовольный взгляд.
Не нужно волноваться, сестра Леер. Мастер Белый Камень осматривает состояние твоего брата, поспешно объяснила Юйци, мягко потянув Лю Леер за руку. Мои извинения, мастер Белый Камень. Я не нарочно, поспешно извинилась Лю Леер. Выражение лица мастера Белого Камня слегка смягчилось, услышав это, и он закрыл глаза, прежде чем снова протянуть руку к Люши. Когда он протянул пальцы вперед, на переносице Люши возникла вспышка лазурного света, и от него стали расходиться круговые волны, подобно тем, что возникают от камня, брошенного в озеро. Вскоре на лице мастера Белого Камня появилось слегка озадаченное выражение, и он отдернул руку, прежде чем медленно открыть глаза. «Как мой брат? Вы можете его вылечить?» — поспешно спросила Лю Леер. Мастер Белый Камень взглянул на нее краем глаза и ничего не ответил. Юйци мягко похлопала Лю Леер по руке, призывая ее к терпению. Лю Леер неохотно замолчала и больше не задавала вопросов, но ее взгляд оставался прикованным к Люши. Люши, казалось, почувствовал ее взгляд, и он повернул к ней лицо, прежде чем проглотить пирожное, которое было у него во рту, а затем слабо улыбнулся ей. Мастер Белый Камень на мгновение задумался о ситуации, а затем перевернул руку, чтобы вызвать довольно старое медное зеркало. Вперед от круглого зеркала вспыхнул лазурный свет, и оно тут же по его велению поднялось в воздух, подлетело к Люши и остановилось прямо над его головой. Затем мастер Белый Камень начал читать заклинание, проводя соединенными пальцами по воздуху, словно выписывая какие-то таинственные руны в самом воздухе. Вскоре его пальцы застыли, и он указал прямо на медное зеркало. Подвешенное медное зеркало тут же начало сильно дрожать, и появился слой лазурного света, из-за чего его слегка шероховатая и неровная поверхность стала гладкой и чистой. Лю Леер с тревогой пристально вглядывалась в поверхность зеркала и видела, что внутри лазурного света происходят какие-то изменения. Казалось, что вот-вот появится довольно мутное изображение. Однако, немного подождав, лазурный свет на поверхности зеркала все еще оставался таким же тусклым, как и раньше, и она не смогла ничего разобрать. Люши, казалось, тоже был довольно раздражен зеркалом, парящим над его головой, и он поднял руку, прежде чем отмахнуться от него, словно отгоняя комара. Несмотря на то, что его рука не соприкоснулась с зеркалом напрямую, это заставило лазурный свет на поверхности зеркала замерцать и стать еще более тусклым. Невероятно, выражение лица мастера Белого Камня резко изменилось, увидев это, и он тут же взмахнул рукавом в сторону медного зеркала, после чего оно мгновенно влетело в его рукав, исчезнув без следа. Лю Леер очень хотелось задать еще вопросы, но на этот раз она научилась держать язык за зубами. Вы определили проблему, мастер Белый Камень. Его состояние излечимо. Спросила Юйци. На лице мастера Белого Камня было довольно неуверенное выражение, и он ответил: в этом нет ничего невозможного, но... Лю Леер была в восторге, услышав это, и поспешно взмолилась: «Пожалуйста, вылечите моего брата, уважаемый бессмертный лекарь. Если у вас есть способ вылечить этого человека, то, пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, мастер Белый Камень». «Я покрою все ваши расходы», — сказала Юйци. Лю Леер с благодарностью повернулась к Юйци, услышав это. Мастер Белый Камень долго молча смотрел на Люши, прежде чем наконец решился. «В таком случае я сделаю все возможное. Однако, позвольте мне заранее прояснить, его душа по какой-то неизвестной причине находится в запечатанном состоянии, и будет очень трудно вернуть ее в норму. Только с помощью массива пробуждения духа будет шанс вылечить его состояние. Чтобы провести такое лечение, мне нужна отдельная потайная комната». Лю Леер на мгновение задумалась, прежде чем тихо спросить: «Могу ли я присутствовать, пока вы будете проводить лечение, мастер Белый Камень? Зачем тебе там присутствовать? Чтобы мешать мне. Ты мне не доверяешь, маленькая соплячка?» Голос мастера Белого Камня тут же взлетел на несколько октав в негодовании. Сердце Лю Леер ёкнуло, услышав это, и она поспешно замахала руками в ответ. «Я бы не посмела, мастер Белый Камень. Я просто хочу быть рядом с моим братом. Я буду просто смотреть со стороны, я позабочусь о том, чтобы не мешать вам». «Хорошо, делай, как знаешь. Массив пробуждения духа — это не просто заурядный массив, поэтому мне нужно вернуться и кое-что подготовить», — сказал мастер Белый Камень, повернувшись к Юйци. «Спасибо за ваше старание, мастер Белый Камень», — ответила Юйци, почтительно присев в реверансе. Лю Леер поспешно последовала ее примеру, присев в реверансе, но к тому времени мастер Белый Камень уже вышел из комнаты. После ухода мастера Белого Камня вскоре ушли и Юйци с Сяу. Перед уходом она успокоила Лю Леер, сказав ей не беспокоиться о состоянии Люши. Глава 9. Массив. На утро третьего дня Сяу пришла в западный двор, сообщив Лю Леер и Люши, что приготовления мастера Белого Камня завершены, и он готов лечить Люши.
Сяо в качестве проводника Люлиэр повела Люши по ряду коридоров, пройдя через 4 маленьких двора и выйдя из арочного прохода, прежде чем наконец прибыть в задний двор поместья Юй. Люлиэр уже была поражена всеми извилистыми дворами и коридорами, но только увидев небольшое озеро в заднем дворе, усеянное пышными листьями лотоса, она по-настоящему осознала, насколько огромно поместье Юй. Озеро называли маленьким, но только по сравнению со всеми большими реками и озерами, которые Люлиэр видела в прошлом. На самом деле, площадь озера составляла не менее 1 километра, что, безусловно, намного больше, чем пруд, который можно найти в заднем дворе обычного поместья богатого человека. Вот где мастер Белый Камень совершенствуется и очищает пилюли, представила Сяо, указывая на небольшой остров в центре озера. Люлиэр посмотрела в том направлении, куда указывала Сяо, и увидела мост, построенный из белого мрамора, который выгибался над кишащими листьями лотоса и вел к маленькому острову. Остров был не очень большой, но он был покрыт пышной зеленью и окутан облаками и туманом, что делало невозможным его четкое рассмотрение. Мысль о том, что остров может хранить ключ к излечению Люши, тут же наполнила Люлиэр волнением, и ее мысли начали блуждать вместе с ее эмоциями. Сяо увидела, что Люлиэр довольно рассеянна, и улыбнулась, сказав: «Слугам, подобно мне, не разрешается вторгаться на территорию мастера Белого Камня, так что вам придется идти дальше самим». Люлиэр пришла в себя, услышав это, и поспешно сказала: «Спасибо, сестра Сяо». Видя, что Люлиэр так взволнована, Сяо тоже пришла в хорошее настроение, и она весело помахала Люлиэр, прежде чем уйти. Люлиэр посмотрела на маленький остров и положила руку на перила моста, но не сразу ступила на него. По какой-то причине ей вдруг пришла в голову мысль: уйдет ли братец камня от меня, когда выздоровеет? На ее лице появилось нерешительное выражение, когда ей пришла в голову эта мысль, но ее сердце тут же успокоилось, когда она посмотрела на знакомые черты лица Люши. «Пойдем, братец камень». С этими словами она ступила на мост, ведя Люши к маленькому острову. По мере того, как они приближались к острову, Люлиэр начинала чувствовать некоторое беспокойство. В отличие от нее, выражение лица Люши было спокойным, как всегда, и его взгляд время от времени притягивали карпы, выскакивающие из воды под листьями лотоса. Прибыв на остров, Люлиэр поразило ощущение, что туман на самом деле не такой густой, как казалось издалека. На острове было не так много звуков, и это была очень мирная и элегантная обстановка. Конец каменного моста соединялся с небольшой извилистой тропинкой, вымощенной каменными плитами, которая вела в самое сердце острова. Люлиэр и Люши шли по тропинке, и от нее не было никаких других ответвлений, поэтому они пришли прямо к архаичному даосскому храму с черно-белыми стенами. Мастер Белый Камень ждал их у входа в храм, и по их прибытии он велел им войти, прежде чем направиться в задний зал храма. Они вдвоем последовали за мастером Белым Камнем через 3 зала, прежде чем пришли в задний двор храма, где стояла огромная искусственная гора. Мастер Белый Камень подошел к определенной части горы, затем прижал руку к ее поверхности, и толстая и тяжелая каменная дверь медленно открылась, открыв проем, достаточно высокий, чтобы в него мог пройти взрослый человек. Они вдвоем последовали за мастером Белым Камнем в искусственную гору, после чего каменная дверь за ними медленно закрылась. Внутри искусственной горы была вырыта пещера, и это было не очень большое пространство, лишь немного больше комнаты, в которой жили Люлиэр и Люши. На каждой из 4 стен было по несколько зажженных фонарей, и они не испускали дыма, что заставило Люлиэр задуматься, какое масло горит в них. В центре пещеры на земле была выгравирована 8-угольная диаграмма, напоминающая 8 триграмм, но несколько отличающаяся от них. Гравировка на земле была очень глубокой, и на ней были изображены не только какие-то своеобразные птицы и звери, но и какие-то странные линии, перемежающиеся с этими изображениями. У Люлиэр было ощущение, что это какой-то древний текст. В каждом углу 8-угольного рисунка находился темно-красный треугольный флаг, на котором также были изображены своеобразные узоры, вышитые золотой нитью. Мастер Белый Камень взглянул на Люлиэр, который осматривал массив, а затем холодным голосом поторопил: «Чего ты ждешь? Посади его в центр массива». «Да, мастер». Люлиэр поспешно отвела взгляд, прежде чем подвести Люши к центру массива, где был кольцеобразный рисунок. «Ты обязательно вылечишься, братец Камень». «Я буду здесь с тобой», — серьезным голосом сказала Люлиэр, глядя в глаза Люши, а затем вышла из массива и прижалась к одной из каменных стен сбоку, где с тревогой наблюдала за происходящим. «Оставайся там с этого момента. Не издавай ни звука, чтобы не отвлекать меня, и не двигайся ни на сантиметр, слышишь меня?» Серьезным тоном наставил мастер Белый Камень. Люлиэр поспешно кивнула в ответ. Только после этого мастер Белый Камень подошел к массиву, поднял руку перед грудью в даосской молитве, а затем обошел массив, читая непонятное заклинание. Когда он начал читать заклинание, золотые линии на 8 маленьких флагах вокруг массива одновременно зажглись ослепительным золотым светом, а затем протянулись к Люши со всех сторон. Люши осматривал свое окружение, и его тело резко дрогнуло, когда золотой свет окутал его тело. Как будто его ударило током,
и он тут же сел прямо. Сердце Люлиер ёкнуло, увидев это, и ее глаза наполнились беспокойством и ожиданием. Золотой свет начал кружиться вокруг тела Люши, образуя ряд странных золотых узоров. В то же время казалось, что в его глазах сходятся золотые искорки, представляя собой довольно своеобразное зрелище. Внезапно пение мастера белого камня резко оборвалось, и он внезапно сменил печать рукой, крикнув: «Ограничить!» Золотой свет, вращавшийся вокруг Люши, резко застыл, прежде чем окутать Люши, словно слой золотой бумаги. Сквозь золотой свет было видно, что брови Люши нахмурились, указывая на то, что он испытывает боль. Раздался громкий шипящий звук, когда от 8 флагов вокруг массива исходил яркий золотой свет, и из флагов вырвались клубы черного тумана, прежде чем сойтись к центру массива. Выражение лица Люлиер слегка изменилось, увидев это, и по какой-то причине ее охватило инстинктивное чувство дискомфорта, как только появился черный туман. Внезапно Люша издал приглушенный стон, и мышцы его лица слегка задергались. Люлиер не смогла сдержать испуганного крика, увидев это, но тут же прикрыла рот рукой с испуганным выражением лица. «Заткнись. Я же сказал тебе не издавать ни звука». Холодным голосом отчитал мастер белый камень. Сердце Люлиер слегка задрожало, и она не посмела ничего сказать, но страх в ее глазах ничуть не утих. Клубы тумана были похожи на живых существ, образуя ряд щупалец, которые обвились вокруг Люши, прежде чем полностью затопить его. Сразу же после этого мастер белый камень сделал печать рукой и продолжил читать заклинание. Из флагов выливалось все больше и больше черного тумана, и он становился все гуще и гуще. На лице Люши появилось озадаченное выражение, после чего его веки начали опускаться, и он медленно закрыл глаза, заснув в вертикальном положении. На лице мастера белого камня появилось ликующее выражение, увидев это, и он сменил печать рукой, открыв рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции, который распался на искорки малинового света, исчезнувшие прямо в черном тумане. От тумана тут же начал исходить сильный кровавый запах, и быстро появились ряды малиновых рун. Выражение лица Люлиер резко изменилось, увидев это, и ее инстинкты кричали ей, что что-то не так. Однако она колебалась, как поступить дальше, боясь обидеть мастера белого камня. Именно в этот момент мастер белый камень издал низкий крик, и температура черного тумана резко упала, образовав гигантский блок черного льда, который запечатал Люши внутри. «Стойте! Что вы делаете?» В этот момент Люлиер окончательно убедилась, что намерения мастера белого камня нечисты, и она шагнула к массиву с встревоженным выражением лица, сделав хватательное движение. В ее руке во вспышке света появился барабанчик размером с ладонь, и она тут же попыталась разбить глыбу льда, чтобы спасти Люши. Глава 10. Кризис. Однако, прежде чем она успела что-либо сделать, мастер белый камень взмахнул рукавом, выпуская золотую тень, что метнулась вперед, как молния. В мгновение ока золотая тень превратилась в мерцающую золотую веревку, которая крепко связала Люлиер. В результате Люлиер споткнулась и с глухим стуком упала на землю. «Что ты пытаешься сделать, старый ублюдок?» Люлиер пристально смотрела на мастера белого камня, изо всех сил сопротивляясь, но золотая веревка только еще сильнее стягивала ее тело, как будто чувствуя ее сопротивление. Лицо Люлиер исказилось от боли, и на ее глазах выступили слезы, но она крепко стиснула зубы и отказалась издать хоть звук. Внезапно ее уши резко исчезли, но из черных волос на макушке ее головы высунулись пара острых треугольных лисьих ушей. Золотая веревка высвободила мощную сдерживающую силу, полностью запечатав ее магическую силу. Что я пытаюсь сделать? Хе-хе, наивная маленькая демоническая лисица. Неужели ты думала, что сможешь одурачить меня своим магическим инструментом? Вот это шутка. Холодным голосом сказал мастер белый камень, взглянув на Люлиер краем глаза. Так вы уже разгадали мою личность. Сердце Люлиер еще больше упало, услышав это, но на ее лице все еще было упрямое и непреклонное выражение. Хе-хе, сейчас самое время об этом беспокоиться. Тебя привела в поместье молодая госпожа, Алисий род, довольно могущественный род в нашем царстве духовной сферы, поэтому я изначально планировал закрыть на это глаза. Но кто мог предположить, что ты принесешь такое бесценное сокровище прямо к моему порогу? Мастер белый камень посмотрел на Люши, говоря это, и в его глазах появился проблеск безудержного волнения. Что вы собираетесь сделать с братом камнем? Дрожащим голосом спросила Люлиер. Не волнуйся, я не смогу убить твоего брата. Его тело сильнее всех, что я когда-либо видел, и, что еще лучше, его духовное чувство было повреждено, превратив его в слабоумного. Все, что мне нужно сделать, это использовать секретную технику, чтобы стереть остатки его сознания, и я смогу создать марионетку с безграничным потенциалом. С торжествующим выражением сказал мастер белый камень. Услышав это, из уголка губ Люлиер потекла струйка крови,
и в ее глазах появилось отчаянное выражение, когда на ее лице появился слой малинового света. Она резко выгнулась вперед, издав звериный рык, ее зрачки засветились зеленым, а по всему телу выросла густая белая шерсть. Каждая шерстинка светилась полупрозрачным светом и была чрезвычайно твердой, создавая впечатление, что она внезапно превратилась в белого ежа. Более того, шерсть на ее хвосте вспыхивала дугами белой молнии. Внезапно белая шерсть резко встала дыбом, чтобы слегка оттолкнуть от ее тела золотую веревку, и от ее пушистого хвоста начал исходить ослепительный белый свет. Бесчисленные пряди белой шерсти вылетели в воздух, устремившись прямо к глыбе черного льда, как град летящих игл. Наглость, мастер белый камень с яростным выражением обернулся и выпустил овальный черный щит, который со скоростью молнии метнулся вперед, оказавшись перед глыбой черного льда как раз перед тем, как до него долетел град белой шерсти. Затем овальный щит тут же увеличился в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, чтобы покрыть всю глыбу льда. Раздался ряд громких ударов, когда град шерсти ударился о черный щит, заставив его непрестанно дрожать, но в конечном итоге атака была сдержана. Зеленый свет в глазах Люлиер яростно замерцал, увидев это, но прежде чем она успела что-либо сделать, золотая веревка вокруг нее внезапно ярко засветилась, ее сдерживающая сила увеличилась почти вдвое, прижав белую шерсть к телу Люлиер. В то же время из веревки появились бесчисленные золотые иглы длиной с палец, глубоко вонзившись в ее тело. А из ее тела начала непрерывно течь кровь, окрашивая большие участки ее шерсти в красный цвет. Однако она стиснула зубы и не обратила внимания на свои раны, из последних сил снова взмахнув хвостом. Был выпущен еще один град белой шерсти, но на этот раз он рассеялся, прежде чем полететь к глыбе льда со всех сторон. Черный щит был похож на неприступную стену, но он не мог покрыть глыбу льда со всех сторон одновременно. Мастер белый камень был в ярости, увидев это, и он открыл рот, чтобы выпустить шар черного света, внутри которого был окутан змеевидный летающий меч, который в мгновение ока взлетел в воздух над глыбой льда. Летающий меч кружил в воздухе, проявляя вспышку черной меча, которая сформировала стену из мечевидных выступов, окутавших глыбу льда. В то же время черный щит засветился еще ярче, увеличившись в размерах, защищая глыбу льда вместе с мечевидными выступами. Раздался ряд металлических ударов, и большая часть игловидной шерсти была сдержана летающим мечом и черным щитом, но некоторым все же удалось проскользнуть сквозь щели и ударить по глыбе черного льда. Ледяная глыба сильно задрожала, и в ней пробилось множество тонких отверстий. На ее поверхности появилось несколько трещин, которые быстро расширялись. Именно в этот момент мастер белый камень в мгновение ока оказался рядом с глыбой льда, а затем поднял руки, чтобы выпустить из рукавов огромное пространство черного тумана. Часть тумана слилась с глыбой, а остальная часть образовала вокруг нее защитный барьер. Трещины тут же перестали расширяться, а затем быстро начали затягиваться, и уже через несколько секунд она вернулась в свое первоначальное состояние. Мастер белый камень, увидев это, вздохнул с облегчением, а затем повернулся, чтобы с яростным выражением лица посмотреть на Люлиер. Люлиер лежала на земле с негодующим выражением лица. Вся шерсть на ее теле уже исчезла, и ее аура сильно ослабла. Было ясно, что две атаки, которые она только что выпустила, уже исчерпали всю ее магическую силу. «Похоже, я недооценил тебя». Холодно фыркнул мастер белый камень. Если бы он отреагировал хоть на долю секунды позже, глыба льда, скорее всего, была бы разбита. Злобно взмахнув рукой, мастер белый камень сотворил ладонь черного света, которая врезалась в тело Люлиер. Люлиер тут же отлетела, прежде чем врезаться в стену потайной комнаты, и она выплюнула большой сгусток крови, прежде чем упасть на землю. Все ее тело было в крови, а волосы были полностью растрепаны. Ее лицо было смертельно бледным, и она явно была в ужасном состоянии. Если бы не тот факт, что мастер белый камень намеревался продать ее за камни духа, он бы уже убил ее этим ударом. Братец камень, Люлиер слабо подняла голову, посмотрев на Люши, но ее тело внезапно задергалось, и она потеряла сознание. Мастер белый камень взмахнул рукой, выпуская несколько талисманов, которые подлетели к Люлиер, прежде чем приклеиться к земле вокруг нее. Из талисманов вырвалось огромное пространство черного света, образовав шар над ее телом. Только после этого мастер белый камень снова обратил свое внимание на глыбу льда, и он не смог сдержать улыбку, которая появилась на его лице. Как только я успешно создам эту марионетку, ни один из моих нынешних соперников не сможет сравниться со мной. Его улыбка исчезла, когда он поднял руки, чтобы выпустить еще 8 талисманов, которые упали на землю рядом с глыбой черного льда. Из талисманов поднялся черный свет, образовав массив, который приподнял ледяную глыбу на 30 сантиметров от земли. Затем мастер белый камень перевернул руку, чтобы достать черную тыкву. На тыкве был выгравирован круг синих рун, испускавших холодный свет, и было слышно, как внутри нее плещется какая-то жидкость. Он вытащил пробку тыквы и осторожно наклонил ее, чтобы вылить черную жидкость, от которой исходил агрессивный тошнотворный запах.